Всем привет! Давайте посмотрим ваше будущее. Ближайшее будущее. Расклад для всех знаков зодиака. Каждый найдет все свое, то, что ему причитается, скажем так, все свои новости. И услышит именно то, что для него важно. Расклад для всех. Ваше ближайшее будущее. Ну, давайте загадаем на 3 месяца. И больше ничего не будем загадывать. Пусть нам карты расскажут ваше будущее. Ваше будущее уже определилось. Карта у вас такая замечательная. Космическая матка, божественное женское начало. Но не исключено, что на вас, может быть, на сегодня влияет какая-то женщина, важная женщина. И еще как вариант, деторождение кого-то ожидает в будущем. Что-то уже народилось, уже какое-то событие, можно сказать, готово. Может быть, вы об этом не подозреваете. Но особо чувствительные люди, конечно, уже подозревают, уже знают. Это точно. Карта трагедии у нас здесь еще есть. Далее у нас есть еще карта кошмара. Ну, друзья, и наперекор всем препятствиям. Человек у нас такой нестандартно мыслящий, несмотря на какие-то перипетии, на какие-то для вас кажущиеся такими большими трагедиями, вы держите меч вот этой трансформации, наперекор всем препятствиям и кошмарам, которые, может быть, вас одолевают, плохому настроению. Вы все равно движетесь вперед, вот все равно. Либо у вас интуиция есть, что в будущем вас ждут какие-то лучшие ситуации. Вы это чувствуете, предчувствуете. Да, что-то не получилось, значит, я сделаю это по-другому. С кем-то я не встретился, значит, я встречусь с другим человеком. И вот другой человек может встретиться. Единственное, что на сегодня, вот карта заблуждения. Вы находитесь в заблуждении. Это не то, что вы думаете. И, возможно, эта трагедия не стоит выеденного яйца. И еще вы сожалеете, конечно, вот такие карты к вам здесь выходят. Сожалеете о том, что что-то не получилось, что-то потерялось, может быть. Вы неправильно друг друга поняли в отношениях, но это найдется. То, о чем вы думаете, оно скоро найдется. Потому что у вас есть выбор. Сделать так или иначе. Пойти по одному пути, либо по другому. Если вам кажется, что его нет, то этот выбор очень скоро появится. Наперекор всем препятствиям. Выбор и выход из ситуации вы должны найти. И вот она ваша изобретательность. Но человек вы такой не робкого десятка. Да, не получилось, но я что-то придумаю. И я осмелюсь. Карта осмелится и изобретательности. Шикарные карты к вам вышли. И это 2 пажа. Паж жезлов и паж кубков. Вот такие молодые души к вам вышли. Это может свидетельствовать действительно о деторождении даже. И о каких-то встречах. О новых начинаниях, новых хлопотах и о новых перспективных событиях. Вы выходите и уже выходите из какого-то кризиса. Ну, кто-то, может быть, действительно расстался, а у кого-то вещь потерялась, которая была для вас важна, и вы ее найдете. Либо с человеком встретитесь, с кем расстались. Тем более еще все карты говорят, что вы как будто заблуждаетесь, вы себе сами придумали. Вот человек вам, допустим, сказал одно, а вы это приняли на свой счет. А он вообще о вас не думал. Может быть, он говорил о ком-то, о какой-то ситуации, а вы буквально ночами не спите. Почему он так сказал? Почему он не пришел, либо не приехал? И ваши тревоги даже по поводу, допустим, каких-то важных событий, куда-либо устройства, либо поступления куда-либо, это тоже окажется беспочвенными. Еще такой вариант, кто-то, допустим, сдает экзамен, учится, все, кажется, уже выучил, но все равно я ничего не знаю, я ничего не знаю. И вот с такими мыслями приходите на экзамен и сдаете блестяще ваш экзамен. Так что все предопределено свыше, и вас ожидают какие-то новшества, удивительные стечение обстоятельств, из которых вы выйдете героем наперекор всем препятствиям. Что же очень скоро вы узнаете? Вы узнаете то, о чем вам сейчас расскажут наши карты. Ваши скорые события. Что изменится в вашей жизни? Что произойдет?
карта Евы, это карта искусительницы, и далее у нас есть карта Созидателя, и на карте изображено плетение цветов. У вас есть большое желание сплести свою судьбу, сделать так, как вам нужно, именно то, что вас больше всего интересует и, возможно, очень нравится, не дает вам спать по ночам. Буквально что-то, может быть, придумываете, либо хотите вот буквально что-то создать. Делайте это 24 часа в сутки, не спите, к этому прикладывайте массу усилий. И вы должны достигнуть того, что вам нужно. Очень вы такой трудоспособный человек. Здесь вышла карта знака зодиака Дева, а Дева у нас очень трудоспособная. Чему-то обучаетесь, буквально вот трудитесь, действительно не покладая рук. И, возможно, какие-то клиенты, которые торопятся своими заказами. И далее есть карта Скорпиона. И вот они настойчивые люди, настойчивая такая энергия. И карта эта тоже отвечает за искушение, за манипуляции. Еще у нас есть карта оппозиции. Дело в том, что и есть такие ситуации в вашей жизни, которые требуют от вас действительно большого внимания. Допустим, какие-то люди на вас влияют своей не очень благоприятной энергетикой. И далее у нас есть карта 11-го дома. Это действительно даже много людей. Вот какое-то общество, в котором вы находитесь. Может быть, это работа, может быть, действительно клиенты, требовательные клиенты. А еще у вас есть вот такой перфекционизм. Вам хочется сделать что-либо, но исключительно замечательно. Ну и как вариант время дедлайна. И искушение, и много работы, и требования. Но ваш трудоголизм должен пойти вам во благо. Вы буквально перерождаетесь, какая-то ситуация изменится. Ну, допустим, вы выполните свою работу и больше к этому долгое время не будете возвращаться. Очень такой идет трудозатратный момент в вашей жизни и действительно какие-то требовательные ситуации. Может быть, это вы себе предъявляете повышенные требования. Допустим, нужно кому-то закрыть кредиты, может быть, выплатить какие-то долги, а для этого нужно много работать. Либо еще просто очень ответственный вы у нас человек. Мудрость такая идет. И вот еще мудрый человек вам здесь выходит. Карта совы. Это карта мудрости. Это карта хорошего совета. И это карта неспешности. Вам предлагает эта карта не спешить. У вас все получится. Это карта еще результата, благополучного результата. Но этот результат, как он долго исполняется, так он и действовать тоже будет длительное время. Так что вы искушены, каким-то событием, которое вы думаете, что оно вам по плечу, вы достойны этого, вы ввязываетесь в какую-то работу, вот именно работа даже над собой, над своим здоровьем, над своим усовершенствованием. Вам хочется выглядеть хорошо. И это будет исполнено. Единственное, что труда много и стоит подождать. Не сразу оно исполнится, но зато результат превзойдет все ваши ожидания. И результат послужит такой вот подушкой безопасности в случае, допустим, работы и финансирования. Хорошие финансы получите. А если работа над собой, посещение каких-то косметологических клиник, либо посещение каких-то спортзалов, этот результат тоже вам прослужит очень долго. То есть то, что вы сделаете, оно вам сослужит хорошую службу. Вы это знаете, поэтому вы приложите максимум усилий. Королева жезлов, вот она наша, скажем так, энергия женщины, достигатора. И это еще карта буквально хозяйки дома и хозяйки своего положения. Вы точно по этой карте знаете, что вам нужно и какой результат вы получите. И далее еще карта у нас отшельника. Вот тоже говорит карта, что результат идет не скорый. И буквально здесь русалка сидит на маяке. Вас манит маяк, и вы на этом маяке окажетесь. То есть получите тот результат, который маячит перед вами, скажем так. Вы что-то хотите выловить из того, может быть, пруда с золотыми рыбками. И вы это получите. Очень усердная здесь вышла личность, которая неустанно трудится над своей жизнью, над своим усовершенствованием, хочет что-то улучшить, изменить, может быть, даже исправить.
и это сделает. И еще вот здесь карты с картой сада, можно сказать, с плетением венка, говорят о том, что вы можете в это время, допустим, что-то выращивать. Плоды взойдут не скоро, но они вас порадуют. И вот еще у нас есть Иерофант. Карта Иерофанта. У вас есть своя идея, своя вера. Вам будет помогать эта ваша вера. И здесь у нас тоже изображена сова. Так что какой-то мудрый покровитель, человек вам окажет неоценимую помощь. И здесь даже можете вы уже получить, ну, допустим, какое-то образование, если кто-то учится, прикладывает к этому усилия. Здесь вы получите и даже уже устроитесь на работу. И далее еще есть карта влюбленные. Ну, кто хочет встретить свою вторую половинку, однозначно. Встреча здесь идет. Работать над отношениями, но в большей степени вы, конечно, здесь задействуете свое «я». Ну, допустим, хотите улучшить себя вообще в жизни, чтобы встретить свою достойную половинку, чтобы половинка соответствовала вам, скажем так. Все, чтобы у вас сложилось в дальнейшем. Может быть, даже хотите куда-то переехать. У вас есть большое-большое желание соответствовать своей мечте. Вы придумали какой-то образ, может быть, идеального человека, либо идеальных отношений. И вот такие идеальные отношения так вам здесь и выходят. Карта Иерофанта, карта влюбленные. Здесь однозначно может идти брак, союз, встреча единомышленников, либо продвижение по карьерной лестнице. Вы очень усердны, двигаетесь в том направлении, которое вы выбрали. Оно для вас принесет изменения в жизни, но только в лучшую сторону. Единственное, что вам нужно набраться терпения. А ваш аналитический взгляд, ваш трудоголизм будет вам в помощь.